Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, расстановку сил и какие движения предполагаются на рынке на открытии в рубле, долларе, нефти, золоте, серебре и других активах. Так, давайте календарик событий посмотрим. Вышли данные недельные запасы сырой нефти. По данным Американского института нефти, они позитивные, это плюсик для нефти. В Техасе ситуация пока в лучшую сторону существенно не меняется, но опять же предположительно до конца этой недели вот этот снегогеддон в Техасе он продержится. Потом в зависимости от степени повреждения инфраструктуры. Так, ну вот из значимых событий, которые могут изменить ход движения котировок, это, конечно же, 15:30 публикации протоколов ЕЦБ по монетарной политике, 16:30 США число выданных разрешений на строительство и в 16:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице. Так, ну вообще сегодня масса данных. Индекс производственной активности от ФРБ тоже в 16:30. И потом в 19:00 запасы сырой нефти. Ну и также сегодня вечером в 21:00 месячный ВВП год к году по России. Так, друзья, ну что здесь еще примечательно? Если вы были внимательны, то здесь не указан праздник в Китае. Сегодня Китай, по-моему, начинает торговаться. Заканчивается там китайский Новый год, отмечание. Сейчас мы посмотрим, проверим, что там происходит с Китаем. Так, ну вот китайский индекс CSI 300, он открылся сегодня с гэпом, но сейчас он уже в чувство пришел. На самом деле вот это все движение, которое здесь развивается, пока нет пробития 5630, ничего страшного не происходит. Ну, здесь наиболее вероятно, что закрытие, которое будет чуть позже фондового рынка Китая, оно будет где-то, наверное, наиболее вероятно в диапазоне 5700-5800, вот в пределах этой свечи, на которой была торговля до того, как они ушли на праздники. Так, ну вот переходя к Baltic Dry, стоимость морского фрахта, вчера он показал просто феноменальный рост, почти 18%. То есть такое ощущение, что мировая торговля, она выходит на какой-то новый виток. Вот. Здесь, ну, конечно, варианта два, либо действительно она выходит на новый виток, и мы увидим ускоренное восстановление, или же это идет просто накачка, то есть за счет того, что деньги, они всюду текут и надувают пузыри, то, соответственно, идут они и сюда. Вот. Но на самом деле надувание пузыря в таких вещах, как Baltic Dry, равно как и железная руда, это очень чревато для мировой экономики, потому что это значительно увеличивает затраты в производстве. И таким образом инфляция, она может оказаться не той инфляцией, которая ведет к восстановлению. Будут увеличиваться издержки, и на выходе мы получим коллапс. Так, далее ВИКС. Ну, ВИКС вчера закрылся в пределах проторговки, вот эта нижняя граница, которая идет от 19 до 23,5-22. То есть пока здесь никаких не происходит резких движений, он консолидируется. Но вот как только пойдет пробитие вот этой верхней границы, тогда на рынках начнется коррекционный откат. Вопрос только насколько сильный. Возможно ли движение вниз, то есть пробой 19,5 и переход в область 17? Но я думаю, в текущих реалиях это маловероятно. То есть спустя какое-то время, месяц, 2-3, если действительно чудо закрепится и мировая экономика начнет оживать без наступления этой весной второй части W-образного дна кризиса, то мы увидим весьма вероятно движение на 17. Вот. Но в любом случае, я думаю, текущие реалии это проторговка на этой неделе в диапазоне 20,5-23,5. Вот здесь он и будет болтаться. Если какие-то негативные новости появятся, то, соответственно, он пойдет вверх. Но с моей точки зрения, пока весь негатив, по крайней мере на текущую неделю, скорее всего, выработан. С Техасом там все, что можно было произойти, произошло. Ковид идет на спад. И поэтому, наверное, я так предполагаю, мы вот здесь вот движение и будем реализовывать. И, скорее всего, по крайней мере, сегодня-завтра никакого ужас-ужас не произойдет, я надеюсь.
Так, далее индекс доллара. Ну смотрите, индекс доллара, он все-таки стремится сейчас протестировать 91,5, вот эту вот самую границу. Вот, говорить о том, что пошел откат и движение капитала, оно не идет в доллары, то есть риск он в форсированном режиме продолжается, можно будет только в том случае, если, во-первых, мы вернемся на 90,3, и если мы все-таки пробьем 89, 95, 89,9. Пока как бы текущие реалии таковы, что идет переток активов в доллары. Вот, и в ближайшее время ситуация будет повторно определяться. Ну, во-первых, сейчас пойдет, не пойдет вот это движение на 91,5. Вот. И второй момент, это, соответственно, ситуация с Техасом, которая происходит. Если там окажется серьезно повреждена инфраструктура, и это затруднит восстановление нормального режима, помимо того, что нефтедобыча, Техас это еще крупнейший промышленный центр Соединенных Штатов, то здесь вопрос в том, насколько повреждение инфраструктуры оно повлияет на мировые финансовые и фондовые рынки. В былые времена такой инцидент он привел бы к риск-оффу и движению в доллары. То есть, как это ни парадоксально, вроде в Америке плохо, вот, но тем не менее пошло бы движение в доллары, и мы бы должны были потестить и пробить 91,5 и уйти вверх. Но в текущих реалиях пока не совсем до конца ясно. Я все-таки склоняюсь к тому, что будет повторение картины 2018 года, когда там 3, по-моему, или 4 месяца была консолидация, и после этого пошло движение вверх. Вот пока мы еще весь этот ресурс консолидации, болтанки мы не выработали, поэтому я думаю, что в течение 1-2 месяцев, то есть февраль-март, будет движение вот где-то в этом диапазоне от 89,9 до 91,7. То есть сюда будут задерги, будут откаты и так далее. Но посмотрим, я могу ошибаться. Вот мне кажется, такой сценарий наиболее реалистичен. Так, друзья, давайте посмотрим, что там с позициями на форте. Так, по РТС. По РТС у нас юрики делают ставку на то, что РТС будет откатываться вниз. Вопрос в том, какая на самом деле будет реакция при такой нефти. Так, далее Сбербанк. Здесь также ставка, как это ни парадоксально, на откат, на снижение акций Сбербанка. Так, а вот у Газпрома обратная ситуация. Здесь ставка на то, что Газпром будет сегодня расти. Так, далее Норильский никель. Не знаю как, но делают они ставку на то, что Норильский никель будет проседать. Так, далее Сишка, рубль-доллар. Здесь ставка на то, что рубль будет... Ну, здесь на самом деле проторговка на достигнутых значениях. Но они делают чуть больше ставку на то, что рубль будет укрепляться. Евро-рубль, а вот здесь ставка на рост евро против рубля. Евро-доллар, здесь ставка на то, что будет либо проторговка, либо продолжение снижения евро к доллару. Так, далее нефть. Ну, здесь ставка на то, что нефть будет снижаться, но она такая очень неуверенная, исходя из соотношения изменения позиций. Вот, поэтому по нефти, наверное, будет боковик. Пока уверенного пробития 63 не будет, 62,5, 63, говорить о том, что нефть развернулась и будет падать, я думаю, преждевременно. Так, серебро. Здесь ставка на снижение в серебре. Золото, здесь также ставка на продолжение снижения. Так, друзья, далее нефть, месячный таймфрейм. Ну, смотрите, мы вот идем к вот этой заветной цели, которая чуть выше 66. 66,6. Вот, соответственно, это будет ключевой рубеж. Либо здесь будет проторговка, закрепление и последующий рост, динамика движения на 75, 76,7. Вот, или же мы здесь получаем отбой и пойдет откат. Первая цель движения этого отката будет 56,6, 56,5. Вот сюда вот. Обращаю внимание, что по нефти здесь позитивная динамика, никаких разворотных формаций пока не наблюдается. Так, ну и вот дневной таймфрейм, мы подходим к заветной цели 66,25, 66,6, тут диапазон на самом деле. Вот, но опять же, текущие реалии, пока снегогеддон продолжается в Техасе, они благоприятны для нефти. Так, переходя к часовому таймфрейму, что нас ожидает
в ближайшее время. Ну смотрите, вот попытка разворота, но судя по тем сделкам, которые в этом развороте, сейчас правда объемы пока не айс, вот, но скорее всего этот разворот на текущих реалиях захлебнулся. По крайней мере, пока не будет пробития 64.85, 64.87 вот этого диапазона, вот это болтание на хае, оно приведет к тому, что будет донабор позиций сегодня и повторное тестирование и пробой 65.52. Здесь смотрите, какая ситуация. Пока вот в Техасе затруднения с добычей нефти, ну как минимум на 66.25 нефть должны натянуть сегодня-завтра. Если все-таки происходит откат с пробитием 64.85, то весьма вероятно в этой ситуации мы увидим дальнейшее движение вниз, и здесь цель движения будет 63.6. Вот сюда вот это значение. Так, друзья, далее золото, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, золото оно бичуемо в текущих реалиях. Вот, и произошло движение вниз. Вот здесь промежуточный уровень 1766. На текущий момент оно заперто в диапазоне, нижняя граница это 1766, ну и соответственно верхняя граница это вот этот диапазон 1786-1787. Вот. Соответственно сейчас вот это движение, которое здесь зарождается, если оно идет вверх и будет пробитие 1787, то золото очень быстро и стремительно отскакивает на 1795. Если сейчас в текущих реалиях будет отбой, движение вниз и пробитие 1777, то, соответственно, мы идем все-таки добивать вот эту цель 1766, которая здесь находится. Вот. И если она будет пробита, и здесь начнется консолидация под ней, то мы увидим дальнейшее снижение, и здесь уже, скорее всего, 1752, оно не будет таким сдерживающим фактором, пойдет дальнейшее движение, конечная цель которого находится в районе 1700. Вот. Но сейчас, пока оно торгуется в этом диапазоне, чем оно дольше здесь находится, тем больше вероятность того, что мы получаем задерг и попытку вернуться вот сюда, вот в этот консолидационный диапазон. Так, друзья, далее серебро, тоже 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, серебром здесь вообще все отлично. У серебра достаточно ясная картина. Вот у него есть диапазон 27, 26, 75, ну 26, 85. Пока этот диапазон не пробит, оно так и будет торговаться в этом диапазоне, набирать позиции и пытаться отскакивать. Здесь цель для отскока находится на 28.75. Вот сюда вот. С учетом того, какие ставки сделали юрики на форте, весьма вероятно, что мы сейчас с утра получим тестирование вот этого диапазона 27, 26, 85. Ну, может быть, в течение дня до обеда. Вот. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если произойдет пробой, то ну, первая цель это 25,9. И потом вот напрашивается откат на 25, 25,1. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, упал, отработал вот эту цель движения евро-доллар. И сейчас здесь идет накопление. Соответственно, в текущих реалиях, если не будет повторного тестирования и пробоя 1,2015, 1,2010 вот этого диапазона, то мы здесь набираем топливо и идем отсюда. У нас цель движения будет 1,2112. Вот сюда, вот к этому значению. Если здесь возникает пробой, то следующая точка остановки 1961, 1,1961, 1,1950. Вот здесь, вот сюда вот. Текущее движение указывает на то, что здесь высока вероятность попытки разворота и отскока. Ну хотя бы на 1,2092. Вот сюда вот. Опять же, это движение в случае пробоя вот этого диапазона не произойдет. То есть пойдет дальнейший откат вот сюда вот. Так, друзья, далее доллар-рубль. Беру 4-часовой таймфрейм USD Tomorrow. Здесь у нас консолидационный диапазон. И с утра наиболее вероятно мы пойдем тестировать его нижнюю границу, которая находится в районе 73,6, 73,55. Вот в случае пробития этой границы у нас либо будет задерг,
либо какое-то движение и проторговка за ним последующая. Вот сюда вот к значению 73.25, 73.3. Возможно, конечно, будет пробой 73.13 и движение вниз. Но я думаю, сейчас такое движение маловероятно. Оно будет только если нефть уйдет на 70. С учетом того, что по Техасу пока непонятно, как там будет восстанавливаться инфраструктура и нефтедобыча. Я думаю, пока на эту ставку, на вот это движение лучше не делать. На сегодня, на открытие тестирования вот этого диапазона, если он будет пробит, то пойдет движение вот сюда. Вот я думаю, здесь в любом случае, если будет пробит, где-то увязнет. Вот. Ну, вероятность того, что будет пробитие 73.13, ну, короткий прокол может быть. Закрепление пока, я думаю, здесь маловероятно. Вот. В том случае, если все-таки не будет пробития сейчас с утра вот этого диапазона, то после консолидации до обеда мы все-таки пойдем тестировать вот эту верхнюю границу, которая находится на 73.95, 74.1. Вот сюда вот этот диапазон. Но при такой нефти, при застывшем, немножко подстывшем индексе доллара и отсутствии геополитических трэшев, я думаю, о росте доллара против рубля пока речь не идет. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь беру часовой таймфрейм. Ну, давайте 4-часовой. Так, ну здесь вот смотрите, пришли мы на важную поддержку, которая на 88,8, 3 восьмерки. Он ее немножко пробил и закрылся ниже. В связи с этим, вот на начало торгов, если не произойдет закарабкивание наверх, то следующая остановка это 88,5, 88,4. Если мы все-таки в течение первых минут, получаса забираемся выше этого значения, то отсюда пойдет коррекционный отскок, и цель этого отскока будет как минимум движение на 89,23. Если сейчас пробиваем вчерашний лой, даже 88,7, то следующая цель движения очень быстро будет 88,5. Друзья, все ключевые активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube и на мой Telegram.